Добрый день, это расклад для знака зодиака Близнецы на сентябрь 2022 года. Если у вас Солнце в знаке Близнецов, стелиум планет, асцендент в знаке Близнецов, вы можете смотреть этот расклад. Я достаю 6 карт, и это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга, а также 6 осям, а также затрагивает все сферы нашей жизни. Итак, первая карта. В отношениях с вашим партнером, мужем, женой, а также деловыми партнерами вам нужно проявлять особую мудрость, которая, в принципе, у вас уже и есть. Скорее всего, что вы опытный человек в отношениях, и опыт ваших прошлых лет там, да, в отношениях, может быть, даже у кого-то это уже несколько лет вы состоите в браке, да, сейчас вы осознаете, как это хорошо, да, как хорошо быть опытным человеком, как хорошо иметь партнера, у которого тоже были отношения, который сделал в своей жизни какие-то определенные выводы о том, как надо жить. Вы как бы благодарны вашему партнеру, благодарны тем годам, которые вы вместе с ним провели, и это помогает вам спокойно сейчас пожинать плоды вот самой лучшей, прекрасной жизни и прекрасных эмоций, которые вы можете друг другу дарить. Вы можете друг о друге заботиться и как бы делать вашу жизнь по-настоящему комфортной. Прекрасное положение в финансовом секторе. Здесь у вас полная чаша, ваш дом, ваши близкие люди особенно могут порадовать вас какими-то новыми финансовыми поступлениями. Для кого-то это будет приобретение нового имущества, может быть, квартиры, может быть, дома, может быть, у кого-то, кстати, это пополнение в семье, потому что вы, это 2-8 сектор, кто-то может узнать о беременности, у кого-то, может быть, муж или жена начать больше зарабатывать и как-то приумножить вашу семью, финансовое положение вашей семьи. Очень благоприятная карта. Общение с другими людьми, какие-то поездки также будут складываться очень хорошо. Но, возможно, больше всего в этом месяце, близнецы, вас будут волновать какие-то темы духовной жизни. Этот сектор, который отвечает за обучение, за раскрытие наших горизонтов сознания, подсознания. И, возможно, вам захочется медитировать, и либо изучать какие-то духовные практики, читать книги по этим вопросам, как вот повысить свою осознанность, как работать со своим подсознанием. Вот такие все места. Также не исключено, что по этой карте вы можете поехать куда-то к морю, к воде, в далекие страны, либо дома вы будете уходить в себя и в своих вот этих медитациях уноситься так далеко, куда вы только захотите. Это могут быть какие-то интересные вещи, сны, это могут быть духовные учителя, люди, безусловно, любовь. Вот эти все такие очень философские мотивы особенно будут волновать вас в сентябре. Какая-то новость может прийти к вам относительно вашей работы либо карьеры. Это какое-то официальное сообщение. Для кого-то это новая работа, да, новая должность, для кого-то новый брак, ну, в смысле официальная регистрация брака. Может быть какое-то сообщение от ваших родителей, у кого-то официально зарегистрируют брак родителей. Ну, то есть это какая-то официальная регистрация вашего статуса нового. Может быть, это обучение, может быть, это получение сертификата, например, сертификата духовного учителя. Вы теперь можете проводить семинары, либо заниматься йогой с другими людьми, что-то в этом духе. Может быть, это просто новый уровень образования и тоже сертификат, лицензия, все, что с этим связано. Но это благоприятная новость относительно вашей цели жизни, к чему-то вы стремились, и сейчас у вас появится возможность эти стремления не просто получить, но вот вообще откроется дорога у вас к чему-то лучшему. Это вообще очень благоприятная карта еще в 10 секторе. Я не знаю, такое впечатление, что вы можете выбирать
ваш дальнейший путь, и вы можете использовать это так, как вы желали. Еще одна духовная карта. Какой-то очень духовный месяц у вас, близнецы. Этот месяц, кстати, да, и вот этот сектор водный такой, философский, он, конечно, никак не связан с какой-то страстью, напором, активными действиями. Это больше активная работа, но внутри себя. И сейчас в сентябре как раз будет начинаться замедление планеты. Они будут идти в ретроградном движении. И всем нам, конечно, свойственно углубиться в какие-то текущие дела или внутрь самого себя. И, возможно, вы как раз это лучше других почувствуете, потому что все-таки Марс будет идти в знаке Близнецов, и он будет замедляться там. Соответственно, вам нужно замедлить какое-то свое движение. Я вижу, что здесь по этой карте вы будете склонны искать таких же людей, которые будут с вами на одной волне. И не исключено, что вы встретите именно такого человека. Здесь возможны новые романтические отношения с мужчиной или женщиной, которые тоже увлекаются такими же духовными практиками, возможно, как и вы. Либо просто этот человек интуитивно вас так поймет, что вы без слов будете понимать друг друга, и вы сможете осознать больше, что значит вот такого рода общение, когда нам не нужно много говорить, им нужно много делать, вы видите друг друга во сне, вы звоните друг другу в одно и то же время, вы думаете одновременно друг о друге. Такая духовная связь. Вот такие у вас могут быть отношения. Если у вас есть дети, то вы тоже будете с ними чувствовать друг друга, вы будете ощущать вашего ребенка. Если вы беременны, например, даже, то вы уже будете чувствовать какую-то определенную связь с вашим ребенком. Это связь без слов, как я уже сказала. Что 12-й сектор? Ну вот здесь не очень такая благоприятная карта. Она говорит, что, возможно, из-за вот того, что у вас снизится активность, да, в обычном таком понимании активности, как она у нас есть, там постоянно куда-то ездить, что-то делать, решать какие-то дела, вы можете немного загрустить, у вас может начаться какая-то депрессия, которая будет вас поглощать. И вот чтобы этого не произошло, чтобы вам чувствовать себя нужным, интересным в своей жизни, вы должны как раз-таки уходить в себя, но правильно, да, как я уже сказала, это вот всякие духовные медитативные практики, это какие-то мечты, то есть настраивать себя на позитив, а не сидеть вот так вот. Возможно, да, вам будет даже скучно многим, но это как бы такой низкий уровень развития, может быть, в повседневной жизни, на работе. У вас будет настолько мало обязанностей, что вы действительно будете сидеть и не знать, что вам делать. Но, опять же, я вам говорю, у вас есть прекрасные возможности для того, чтобы выйти на какой-то новый уровень своего развития. И не забывайте, что здесь вышла карта Меркурия, а это какие-то новые возможности и сообщения о том, чего вы ждали, чего вы хотели. Также я вижу, что да, в финансовом плане карты выходят благоприятные. Давайте возьмем совет из колоды Ленорман. Что посоветует нам эта колода? Мы возьмем 3 карты. Интересные карты, но первая — это карта Компас. Карта Компас, опять же, говорит о каких-то исканиях себя, путешествиях. Может быть, вам этого хочется. Может быть, вы думаете о том, что где-то жизнь лучше, или вы не знаете, какое вам выбрать направление, вы немного запутались, и вам нужно вот видеть четко направление, да, к чему вас приведет то, что вы сейчас делаете, и вы хотите это узнать. И перед вами будут открываться, в общем-то, горизонты. Вам не стоит здесь торопиться, вам не стоит ускорять этот ход, потому что если вы доверяете своей интуиции, этот компас, он сам вас выведет туда, куда вам будет нужно, как нужно. Если вы не знаете, что пожелать, можно сказать, что Вселенная, дай мне то, что лучшее для меня. Здесь мы видим женщину, и это, конечно, возможно, влияние сексуальной жизни на вашу личность. Может быть, вас будет особенно привлекать какая-то женщина, либо вы сами женщина, да, и смотрите этот расклад, тогда вы будете как-то больше раскрываться в плане женственности, в плане любовной жизни, и вам захочется какой-то стабильности. Может быть, иметь постоянного партнера, может быть, всегда
ну, может быть, просто предложить, если вы мужчина, да, то предложить какую-то стабильность женщине вам захочется, потому что вы будете чувствовать вот эту какую-то готовность остаться только с одним человеком, и вы будете понимать, какой именно человек вам нужен. Это тоже очень интересно. А в целом, просто прекрасный расклад для вас, близнецы, на сентябрь. Я думаю, что вам нужно действовать по своей интуиции, и все будет прекрасно, так как вы желаете. Вам нужно успокоиться, как бы вот главное слово – это покой, неторопливость, прислушиваться к каким-то знакам судьбы, прислушиваться к своим желаниям, в том числе сексуальным. Новая луна в знаке Девы, и здесь у нас уже был знак Девы, это первый сектор, как раз очень важный. Эти карты говорят об исцелении души и тела, о том, как раз как влияет наше подсознание на нашу жизнь, о том, что вам захочется заботиться о своем партнере, о себе, о своей повседневной жизни. Но вам это будет даваться легко. Ваши обязанности, ваша какая-то ежедневная домашняя рутина будет складываться хорошо, и главное, что-то новое там может быть более комфортное для вас. Поэтому прекрасные карты, здесь вы здоровы, счастливы, и я желаю вам всего хорошего. До новых встреч на моем канале. Всем пока!